Итак, друзья, всем привет на канале Ижмота с того бока. Сегодня я хотел бы с вами поговорить про развертки. Вот у меня есть чертежик такой. Итак, зачем мне это нужно и о чем я хотел с вами поговорить. Сейчас стоит задача развернуть верхнюю головку шатуна на планете 5, на Коленвалу, да? И я задался целью разобраться в этом вопросе. Я прошел некоторый путь литературы и хотел бы поделиться с вами той выжимкой, которая у меня получилась. Итак, вот перед вами чертеж. Это конструкция цилиндрической ручной развертки. Но начнем с того, что развертки являются инструментами, предназначенными для чистовой обработки отверстий после сверления, растачивания или зинкирования. Далее. Разверток, различающихся по конструктивным признакам и по назначению, очень много. Я постараюсь перечислить некоторые из них с описаниями и ссылками на ГОСТы. В этом видео не буду затрагивать развертки машинные, котельные, какие-то конические развертки, вот они представлены, да? Ступенчатые развертки и другие, которые не будут нас заинтересовать в данном видео, применимо при разворачивании верхней втулки головки шатуна на планете 5 и на Юпитере. Поэтому мы рассмотрим с вами ручные развертки цилиндрической конструкции. Вот здесь на фото вы ее уже видите. Итак, как видно из рисунка, ручная развертка состоит из рабочей части L и хвостовика LX. На рабочей части, в свою очередь, можно выделить режущую часть, вот это LR, или еще называют забортная или заходная, вот здесь под некоторым углом. Видно, да? Угол. И калибрующую часть и обратный конус. Вот это калибрующая часть и обратный конус. Для уменьшения трения ленточек вот этих вот на развертке о поверхность обрабатываемого отверстия и устранения защемления развертки на длине рабочей части зуба допускается обратная конусность, составляющая в зависимости от диаметра развертки от 0,03 до 0,1 мм на 100 мм длины. Также существуют ручные разжимные развертки, меняющие свой диаметр путем регулировки поджимного шарика. Также у них вместо заходной части имеется направляющая цапфа. Степень точности диаметра рабочей части развертки определяется полем допуска. Здесь мы видим, что ГОСТе 152381 указываются эти поля допусков. Кроме этого, ГОСТом предусмотрен ряд разверток. Здесь мы видим в таблице 1 приводит номера разверток с припуском под доводку диаметром от 1 до 120 мм. Предельное отклонение диаметров должны соответствовать указанным здесь в таблице значениям. Обозначение номеров разверток под доводку, который заключается в чистовой тонкой шлифовке диаметра калибрующей части до размера, необходимого для вашей задачи. Цилиндрические развертки условно можно разделить на черновые и чистовые. Развертка, выполненная в качестве черновой, таблица 3, ГОСТ 152381. Развертка, выбранная в качестве черновой, должна обеспечить на обработанном отверстии одинаково малый припуск под чистовое развертывание. Величина этого припуска указывается в таблице 4. Развертки чистовые для обработки отверстий с допусками 9-11 квалитетов. Так, величина этого припуска пропорциональна диаметру отверстия. Обработанные цилиндрическими
развертками отверстия могут соответствовать степень точности от 11 до 6 квалитета. При шероховатости поверхности от ERA 1.6 до ERA 0.4. Выбор, проверка и подготовка к работе разверткой. Развертки могут быть как с прямыми, так и с винтовыми формами зубьев. Вот мы видим с прямыми и с винтовыми формами зубьев. Если подлежащая обработке деталь имеет прерывистую поверхность, ну вот скажем, это срез, и вот есть у нас отверстие под шпонку, либо еще подо что-то. Так вот, если подлежащая обработке деталь имеет прерывистую поверхность, то предпочтительнее выбрать винтовую развертку. На всей длине ленточек развертки не должно быть выступающих забоин, что выявляется осязательно и визуально. Если таковые имеются, нужно поправить алмазным надфилем. Достоверности марки сплава режущей части, нанесенной на развертке, верить можно, а вот диаметру, указанному на ней, я бы не стал и проверил измерениями. Это делать непременно необходимо, так как калибрующая часть может быть ранее перешлифованной или изношенной. За действительный размер развертки принимается наибольший размер между противоположными ленточками, измеренный микрометром возле режущих кромок. Согласно техническим условиям из ГОСТа 1523.8.1 пункт 1.14, калибрующая часть машинных и ручных разверток может быть выполнена на всем протяжении в направлении к хвостовику, либо цилиндрической, либо с обратной конусностью на величину не более допуска по диаметру на изготовление развертки. Обратную конусность также необходимо проверить измерениями. Если диаметр развертки будет увеличиваться к хвостовику, то при работе с довольно глубокими деталями такую развертку будет клинить. Следует проверить режущую часть кромок развертки на остроту и особо обратить внимание на область перехода от заходной части к ленточкам. Делается это визуально через увеличительное стекло. В промышленных условиях зубья развертки затачиваются как по задним, так и по передним поверхностям на универсальных заточных станках. При развертывании обязательно применение смазывающих охлаждающих жидкостей. Эмульсия с концентрацией эмульсола 5-10%, углеродистой стали, медные, алюминиевые и титановые сплавы. Сульфофризол, углеродистые стали, керосин, либо дизельное топливо, чугун, термообработанные алюминиевые сплавы. Олеиновая кислота, либо рыбий жир – это нержавеющие стали. Контроль развернутого отверстия можно проверить калибром, пробкой, соответствующей заданным размерам и квалитету. Измерение диаметра на всей глубине развернутого отверстия, а также выявление его отклонений необходимо осуществлять индикаторным нутромером. Итак, друзья, изучив вот этот вот материал, я вам выдал только выжимку из того, что прочел. Дальше я начал обращаться к практической части. Ведь переходить к практической части, не зная, что за инструмент и как, для чего он используется, вообще как бы очень сложно. То есть это равносильно тому, что как обезьяна повторяет за человеком, когда тот одевает очки себе на нос, не понимая, что он делает. Поэтому я всегда стараюсь для начала изучить инструмент, либо оборудование, на котором придется работать, и только после этого переходить к практической части. Дальше я обратился к литературе, которая могла бы меня как-то обучить работать с этими развертками, а именно какие-то нюансы и так далее, потому что я не на производстве, и дяди токаря у меня знакомого нет, который бы меня учил. Приходится делать это самому. Вот перед вами вот такая вот книга, которую я нашел. Это практические работы по слесарному делу. Если не ошибаюсь, по-моему, от 82 года. Да, 82 год. И вот в этой книге я нашел лишь один практический абзац
Это упражнение 4. Развертывание отверстий ручными развертками. И здесь как бы приводится как лабораторная работа. Вот это 91 страничка. Посмотрите, да? Выбрать соответствующую развертку. При развертывании гладких цилиндрических отверток развертку с прямыми канавками, то, о чем я вам говорил, со шпоночными или шлицевыми пазами, развертки со спиральными канавками. Вот видите, да, в пункте 2. В для отверстий под конические штифты, конические развертки соответствующего конуса. Ну и тут опять же приводится, нет ли каких-то дефектов на развертке. Взять черновую развертку необходимого размера и смазать заборную часть машинным маслом. Установить в отверстие развертку без перекоса строго по 90 градусов, да, контролируя угольником. Убедившись в перпендикулярности оси отверстия и поверхности, обрабатываем детали на квадрат хвостовика развертки. Установить вороток. При перекашивании воротка тут говорится, что, ну, в общем, очень строго надо все это ровно делать. Правой рукой слегка нажимать на развертку вдоль ее оси, левой рукой медленно и плавно вращать вороток по часовой стрелке. Рисунок 82В. Вот, приводится это. После того, как 9 пункт, после того, как развертка врезалась в отверстие, можно производить ее вращение, держась за концы ручек воротка и надавливая на них. Развертку вращать только в одну сторону. 82Г рисунок. При обратном ходе под зубья попадает стружка, портит стенки отверстия и выкрашивается зубья. Только в одно отверстие, только в одну сторону, и не говорится в какую, по часовой или против часовой. Применение развертки чаще выводить. Примечание. Развертку чаще выводить из отверстия, очищать ее от стружки, которая приводит к заеданию развертки, и порче детали. Смазывать обильно машинным маслом, чугун без смазки. Видите, да? 10. Заканчивать развертывание отверстия следует в тот момент, когда 3/4 рабочей части развертки выйдет из отверстия для цилиндрического отверстия, а для конических отверстий по положению поперечных рисок конического калибра. Итак, вам все стало понятно, как разворачивать отверстие? Мне вот нет, у меня остались вопросы. Первый вопрос, к примеру. В какую сторону вращать развертку? По часовой или против часовой? Здесь в этой книге не говорится. Дальше. Почему здесь расхождение? То есть при обработке чугуна не надо смазывать развертку. Тоже непонятно. Дальше. Не говорится при обработке разверткой цветных металлов. Как в нашем случае это бронза. Нужно ли смазывать развертку или не нужно? И чем ее смазывать, если нужно смазывать? То есть вот из этого упражнения можно что только почерпнуть? Что развертку нужно строго по 90 градусов вставлять и вращать только в одну, строго в одну сторону. Да? Больше я для себя отсюда с этой книги про развертки ничего не нашел. Итак, не найдя ответа на свои вопросы, а если я на свои вопросы не нашел ответа, как я могу вам, да, что-то рассказать? Я обратился к литературе, к справочной по эксплуатации и ремонту мотоциклов, к советской литературе, в которой, как я считаю, должны быть описания, как проводить ремонт, замену верхней головки шатуна. И вот смотрим, первая литература, Митрофанов, да, эксплуатация и ремонт мотоцикла. И здесь на странице 17, у меня тут вкладочка, на странице 17 мы видим, что речь идет про поршневой палец. Сейчас вот здесь видео всплывет, где я четко задавался целью все-таки узнать, какой же натяг должен быть пальца в поршне, в бабышках и в верхней головке шатуна.
Чтобы не повторяться здесь, перейдите, пожалуйста, по ссылке, там я все четко рассказываю по разной литературе. Итак, здесь в последнем абзаце говорится, если вы заменили изношенный палец нормального размера, установить такой же новый, то скользящая посадка не будет достигнута, а будет иметь свободное сопряжение деталей с зазором, да, что недопустимо. Значит, необходимо заменить втулку верхней головки шатуна. С другой стороны, чтобы продлить срок службы втулки, не менять ее до следующего ремонта, нужно установить поршневой палец ремонтного размера, увеличенного диаметра, предварительно увеличив до размера пальца внутренний диаметр втулки и отверстий в бабышках поршня. Делается это чаще всего при помощи развертки, регулируемой по диаметру. Но мы-то с вами теперь умны, мы знаем, что такое развертка, какие они бывают. Примечание. Кому интересно, почитайте. Здесь говорится про стук поршня, почему он может возникнуть. Нас все-таки интересует, как же развернуть втулку ВГШ с помощью развертки под новый палец, да? Вот я человек, который... Книга. Какого она у нас года? Книга 91 года. Я думаю, не у всех еще был интернет. И вот я сижу, например, читаю литературу. И тут все при помощи развертки. Читаем дальше в этой книге. Если специальные инструменты для внутренней обработки втулки отсутствуют, то после соответствующей подготовки можно расточить отверстие под палец хоной малого размера. И приводится, что такое хон, в каком разделе прочитать про него. Интересно, да? Но дальше автор говорит, значительно проще и быстрее произвести расточку втулки и бабышек поршня с помощью точно такого же по диаметру поршневого пальца, который вы предполагаете установить взамен изношенного. Здорово. Чтобы осуществить указанную операцию, необходимо сначала подготовить лишний палец в качестве развертки. Ну и вот можете дальше прочитать, я не хочу это просто читать, друзья. Вот тут палец, как изготовить. Вот, даны его чертежи. Паузу можете поставить. Тут четко автор описывает. Все на этом. Дальше стопорные кольца идут поршневые. Здорово. То есть это первый источник, в котором мне говорится, если втулка верхней головки шатуна изношена и под палец нормального размера она идет с зазором, посадка пальца, то разверните с помощью развертки, регулируемой по диаметру. Что это за развертка? Как разворачивать? Не говорится. Зато автор 2 страницы с половиной уделяет изготовлению пальца-развертки собственного производства. Да, человеку, например, который хочет отремонтировать мотоцикл дома в гаражных условиях, ему надо еще инструмент изготовить. Ну, а, например, я нашел развертку. Мне как быть, как мне развернуть? Ладно, может это в этой книге автор. Так, обращаемся к второму источнику. Это вот такой вот журнал. Их было довольно много выпущено. В принципе, журнал хороший, с иллюстрацией, с цветными картинками. Вот здесь, на странице 26, вот здесь говорится, что мы имеем. Цилиндр, поршень, ремонтные детали, поршневые пальцы, поршни. И вот здесь дан один параграф, даже абзац, наверное. При установке ремонтных пальцев отверстия в бабышках поршня довести до размера, обеспечивающего зазор 5 микрон. Зазор между поршневым пальцем и втулкой шатуна должен быть 1/3. При замене поршневых колец пыры-пыры. То есть все, дальше уже поршневые кольца пошли. То есть вы поняли, да? Здесь автор даже не удосужился сказать, каким образом мне отверстие в бабышках поршня довести до размера необходимого, чтобы 5, и при этом 5 микрон, чтобы он был. Как вам? То есть в этой книге говорится, возьмите поршневой палец, обточите его на наждаке, на точильном станке, чтобы в этой книге говорится, чтобы получить зазор 5 микрон. А? Класс, да? Дальше вот такая литература.
тоже 91 год. Смотрим, страница 82. Вот. Здесь вот дана таблица, комплектовка поршня поршневого пальца. Мотоцикл Минск, ММВЗ. Ну, у него палец на 14, и вот даны его размеры и так далее. На странице 83, вот на этой, чертеж дан втулки верхней головки шатуна с учетом обработки после запрессовки в шатун. То есть здесь предлагается выточить на токарном станке эту втулку. Вот здесь на рисунке 44 здесь приводится, что нужно раскернить втулку, чтобы там защитить от проворота в шатуне и так далее. Дальше на странице 84 как правильно подбирать пару, палец, поршень, втулка верхней головки шатуна. Тоже дан один вот такой параграф. Дальше уже идет про поршень. И читаем, друзья, с вами. Зазор между пальцем поршня и втулкой ВГШ должен быть в пределах 0,0160-0,03 мм. Более тугая посадка приводит к заклиниванию, более слабая к стуку при работе. Угу. Дальше. Заводская втулка изготовлена из листового материала. Можно сделать втулку цельной из бронзы BROCS 555 или BROCS 4425. У меня вот сделано из второго варианта 4425. По размерам, указанным там чуть ранее, да? После запрессовки втулки в шатун следует просверлить два отверстия для смазки и развернуть одно из них под палец поршня, обеспечив необходимый зазор. То есть мы сверлим два отверстия для смазки, и одно из этих отверстий разворачиваем под палец поршня, обеспечив необходимый зазор. Видите, я читаю. Нередки случаи, когда втулка верхней головки шатуна проворачивается в шатуне, что приводит к крупным поломкам в двигателе. Проворачивание втулки можно предотвратить, тыры-пыры, как это делать. И начиная с 1986 года на двигателях Минск используется игольчатый подшипник. Все, атовизм. Это книга. 304 страницы здесь. Что тут говорится, как разворачивать? То же самое, друзья, да? Просверлите отверстие после того, как изготовили втулку, и разверните ее. Опять же, даже не говорится, чем ее развернуть. То есть вот из этих трех источников, пока вот в этой книге хотя бы сказали, чем развернуть. Это разверткой. Убираем. Далее. Есть вот такая книга. Первая книга мотоциклиста. Год издания 73-й. Издательство ДОСААФ. То есть здесь-то уж должно быть что-то, да? И здесь на странице 172. Сейчас, минуту. И здесь мы читаем. Видите, да, я выделил стрелочкой, карандашиком. Замена втулки производится при предельном зазоре между пальцем и втулкой 0,1 мм. Изношенную втулку иногда развертывают под палец ремонтного размера, но чаще выпрессовывают и заменяют новые. Выпрессовку изношенной втулки и запрессовку новой производится с помощью болта с гайкой. После запрессовки втулки в ней надо просверлить предусмотренной конструкцией смазочное отверстие, а затем запрессованную втулку развернуть. С обеих сторон втулки снимают фаски. Для того, чтобы развернуть втулку у верхней головки шатуна, надо подобрать необходимого размера простую развертку, либо установить раздвижную развертку на необходимый размер. Прежде чем начинать развертывание втулки и отверстий поршня, надо проверить, какой диаметр отверстий получается от этой развертки. Проверка развертки производится путем прогонки подобранной развертки отверстия в пластинки из бронзы или латуни для контроля. Поршневой палец следует устанавливать в бабышках поршня более плотно, чем во втулке верхней головки шатуна, зазор не менее 0,03. Это осуществляет незначительным дополнительным развертыванием втулки верхней головки шатуна раздвижной разверткой, либо просто простой разверткой, наложив на треть ее окружности полоску тонкой бумаги. Смазанный поршневой палец должен плавно входить в такую втулку под действием усилия большого пальца руки. Если поршневой палец под действием
не входит, то это значит, что посадка тугая, или палец свободно входит, то слабая. Изгиб шатуна можно устранить, не разбирая коленчатый вал, зажав его в тисках, подложив подкладки из меди или алюминия. Дальше идет прокартер двигателя. Видите, друзья, да? То есть это из всего, что я вам показал про поршневой палец, это единственная книга, в которой хоть как бы удаленно, но говорится о том, что разворачивать втулку верхней головки шатуна можно с помощью развертки. Да, это здесь не приводится, то есть автор по умолчанию считает, что вы умеете пользоваться этой разверткой. Ну, либо это настолько простая вещь, развертка, что не стоит уделять писанине, вообще не стоит уделять внимания, как разворачивать, хотя это книга для досав. Так, начал изучать дальше и какие-то делать свои умозаключения. Посмотрел, как это происходит на втулках шкворня автомобиля «Газель», например. Вот у них вот такое приспособление используется. Это дорн, так называемый. То есть зачем он нужен? Когда запрессовывают втулку в отверстие, где будет забиваться палец шкворень, да, это отверстие прогоняется вот такими вот двумя шарами разного диаметра. Один меньшего, другой большего диаметра. И когда происходит проталкивание через отверстие, внутренние стенки втулки уплотняются. За счет этого, ну, помимо внутренних стенок, сама еще втулка обжимается более плотно внутри посадочного гнезда, так скажем, да, то есть ее стенки принимают форму того отверстия, в котором находится. Это повышает степень запрессовки, то есть вероятность от проворота втулки уменьшается, ее вероятность проворота, и идет уплотнение внутренних стенок самой втулки, да. Давным-давно, когда я на моей заре ремонта мотоциклов, мне попадалось в одной из литературы использование кондуктора при разворачивании ручными развертками, но, к сожалению, эту литературу я утерял, и в интернете мне найти ее не удалось, потому что я не помню, где я это читал, но в голове осталось это. Так вот, вот так вот схематично на вот этом чертеже хотел вам показать, что, используя вот такой вот кондуктор, в принципе, некоторую соосность можно добиться при разворачивании вручную. Да? То есть развертка у нас идет по кондуктору, и вот этот перекос первоначальный, он будет минимальным. Но если непонятно, вот еще одно фото самого кондуктора, оно более наглядно. То есть вот эта часть втулки и вот это, они должны быть строго под 90 градусов. Это уже ответная часть выходная, она менее значима. Но она позволяет сделать соосность. И когда у нас мы развертку вводим, у нас получается вроде как под 90 градусов. Но на тот момент, как бы это все хорошо, я это принял, запомнил. Вот есть еще одно фото, да, здесь идет уже, ну как ручная, так и машинная может быть обработка разверткой. Вот тоже используется некий кондуктор для прохождения развертки. Он облегчает, увеличивает производительность труда, так скажем. Но здесь на фото используется автомобильный шатун, у которого верхняя головка шатуна и нижняя головка шатуна, они параллельны их оси. То есть, если нет втулки, то ось шатуна и ось нижней головки шатуна, где устанавливаются вкладыши, они строго параллельны. Ну, насколько это возможно, изготовление станками. Но вот есть еще одно фото. Вот, это фото шатуна, так скажем, любого мотоцикла советского, друзья. Ну,
есть вероятность, и она очень большая, что верхняя головка шатуна, ее ось, и нижняя, они не... И использование кондуктора вот в этом случае будет нецелесообразно, либо невозможно. Ну, к сожалению, вот так вот наш мотопром изготавливал эти шатуны. И на заводе знали об этом, и вот они с помощью втулок компенсировали. То есть запрессовывалась втулка, и уже на расточном станке ориентировался шатун и растачивалось отверстие. Поэтому, если даже верхняя головка шатуна была не параллельна, то параллельность сохранялась после проточки. И меняя втулку верхней головки шатуна, вы уже в домашних условиях можете не добиться этой параллельности. Поэтому какой вариант самый идеальный, так скажем, в этом случае, с учетом тех шатунов, тех запасных деталей, что производится сейчас, например, на данный момент? Потому что, скорее всего, вы будете устанавливать китайский шатун, а вот их геометрия, к сожалению, неизвестна. Итак, то есть вы взяли шатун, купили его, приобрели, приходите к токарю и говорите, что вам необходимо измерить параллельность верхней головки шатуна и нижней головки шатуна. Вот он меряет и говорит вам, есть параллельность или есть какие-то отклонения. Потом, с учетом этой кривизны, можно изготовить втулку необходимой толщины. И рассчитывая вот этот припуск на обработку, опять установить на расточном станке, вот этом, да, установить шатун и сделать уже проточку относительно нижней головки шатуна. Вот, это будет как бы гарантировано, что шатун у вас будет правильно отремонтирован. Только так можно гарантировать. То, что мы дома делаем, устанавливая втулку, а еще лучше это втулка, которая куплена в магазине, непонятно из какого материала, там бронзой, наверное, не пахнет, там какая-то латунь по цвету. Это раз. А второй момент, она свернута из листового материала, и там вообще о какой-то параллельности я не знаю. Плюсом вы еще без всяких кондукторов будете разворачивать, вы понимаете, да, что по итогу получится у нас на выходе, там просто нереально. Но я у меня нет столько средств, я как поступил? Я расточил на токарном станке втулку, надеясь на то, что у меня верхняя ось и нижняя параллельны. И буду уже... То есть я брал специальный материал для вытачивания втулки, вот, и уже из него с необходимым припуском делал втулку, запрессовывал ее, вот, и после уже буду разворачивать, думая, что у меня верхняя головка шатуна и нижняя, они параллельны. Но это мы проверим после сборки, когда коленвал уже будет в картере. И вообще допускается некоторая правка шатуна в малых пределах, конечно. Но это можно сделать. Дальше. Есть еще вот такой кондуктор. В одной из книг. Вот. Здесь разворачивают в поршне отверстие под поршневой палец, под ремонтный. Здесь представлена развертка под цифрой 1 и под цифрой 2 это направляющая втулка. Причем вот этот палец его не прогоняют насквозь. То есть им проходит сперва с одной стороны, втулку переставили, потом с другой стороны. Так сохраняется параллельность, ось сама, да? То есть это из литературы я нашел старой советской про поршни и пальцы автомобиля ЗИЛ. И читаем. В том случае, когда производят замену поршневых пальцев с использованием пальцев увеличенного размера ремонтного, без замены поршней необходимо отверстие в обычке поршня довести разверткой до размера, обеспечивающего необходимый натяг и дан натяг. Для сохранения целостности отверстия рекомендуется применять развертку с направляющим наконечником. При этом разворачивать последовательно. Сначала одно, затем другое, насквозь не прогоняют.
Во время развертывания одного из отверстий второе используется для установки направляющей втулки. Развертка снабжена хвостовиком, который входит во втулку 2. Втулка по наружному диаметру выполнена с небольшим конусом, чтобы ее поджимало там. Вот. Это что касаемо развертки бабышек поршня. Это идеальные варианты. Ну, насколько идеально это может быть в гаражных условиях. Такая вот некоторая литература. Кому интересно, можете на паузу поставить, прочитать. Это все про те же старые советские автомобили, но они применимы и к нашим мотоциклам, частично, конечно, с некоторыми оговорками. Почему, друзья, такая тайна вокруг этого инструмента? Почему нигде не описывается четко и понятно, как нужно пользоваться разверткой, в какую сторону ее вращать, нужно ли ее смазывать при разворачивании бронзы и так далее, да? Почему не приводятся варианты кондукторов каких-то к разверткам? Я понимаю, что на токарном станке, например, с помощью машинной развертки все это можно соосно, но у нас шатун, например, мы разобрали, сняли поршневую, нам надо, не вынимая коленвала, развернуть втулку верхней головки шатуна. И что происходит? А происходит то, что какая-то тайна. Друзья, расскажите мне, либо подскажите источник, в котором четко описывается, как работать с разверткой. Я не нашел. Вот честно вам признаюсь. Я довольно много литературы просмотрел. И вот чтобы прямо показать вам, вот здесь четко говорится, как работать с разверткой, у меня остались вопросы открытыми. Я умею с ней работать, я много раз это делал. Но мне хотелось с вами подкрепить мои слова литературой. Но я не могу это сделать. Если токарь смотрит меня, посоветуйте книгу автора, я найду и буду очень вам благодарен. Практическую часть, как все-таки разворачивать втулку верхней головки шатуна, и именно на моем примере мы с вами рассмотрим в следующем видео, потому что уж очень обширная тема получилась. Я не смог найти одну единственную книгу, в которой было бы полное описание, как работать с разверткой, как разворачивать втулку верхней головки шатуна, как правильно ее заменять и так далее. Вот с тех источников, которые я вам сегодня предоставил, я не смог найти. Поэтому практическая часть в следующем видео, а теорию пока закроем. И так получилось очень обширное видео. Все, друзья, всем всего доброго, подписывайтесь на канал, всем буду очень рад. До новых встреч!